Дверь квартиры тихо закрылась. Репетитор улыбнулась новой ученице в школьной форме. Девушка казалась безобидной. Худенькая, скромная, с рюкзаком за плечами, но под этой формой был спрятан острый нож. А в глазах не страх перед первым уроком. Там был хищный блеск. Месяцами она смотрела документалки о преступлениях, читала книги о маньяках, изучала способы сокрытия улик. И вот теперь она стояла один на один с жертвой, готовая проверить на практике, каково это – лишить человека жизни. Все началось в южнокорейском городе Пусан. Чон Ю Джон родилась в 1999 году. Ее детство было полно тяжелых потерь. Мать ушла из семьи, когда девочке был всего 1 год. Отец бросил ее в 6 лет. Внучку забрали к себе бабушка с дедушкой. Они жили в очень скромных условиях. В 2018 году девушка окончила среднюю школу. На этом ее социальная жизнь полностью прекратилась. После школы Чон Ю Джон не поступила в университет. Она пыталась сдать экзамены несколько раз. Все попытки оказались безуспешны. К 2023 году ей исполнилось 23 года. Девушка осталась без работы. Она продолжала жить с дедушкой. Формально Чон Ю Джон готовилась к государственным экзаменам. На деле же никуда не выходила и проводила все свое время дома. У нее почти не было друзей. Внешний мир ограничивался интернетом и семьей. В этот период изоляции девушка подсела на контент True Crime. Она смотрела документальные сериалы часами. Позже полиция изучит ее библиотечные записи. Девушка регулярно брала издания о криминальных расследованиях. Ее поисковая история была очень тревожной. За несколько месяцев до мая она искала различные способы лишения человека жизни. Она читала о сокрытии тел и улик. Ее интересовали так называемые идеальные преступления. Это увлечение началось довольно безобидно. Девушке просто нужно было заполнить пустоту в жизни. Со временем интерес перерос в одержимость. К началу 2023 года мысли о преступлениях заняли весь разум Чон Ю Джон. Следователи позже опишут ее состояние как смесь отчаяния и одиночества. Девушка чувствовала сильную внутреннюю пустоту. Она злилась на свое прошлое. Особенно сильный гнев был направлен на родителей. Расследование показало важную деталь. Уже в марте и апреле Чон Ю Джон начала искать возможность реализовать задуманное. Она хотела попробовать сделать то, о чем читала. Сначала девушка не выбирала конкретную жертву. Чон Ю Джон тестировала разные подходы. Одна из ранних попыток произошла незадолго до основных событий. Она связалась с 20-летней девушкой через интернет. Чон Ю Джон предложила совместную прогулку. Местом встречи стала река Нагдонган. Район был относительно уединенным, но в тот день там оказалось много народу. Встреча не привела к трагедии. В другой раз она написала 10-летнему мальчику. Переписка шла через онлайн-чат. Она пыталась заманить ребенка в то же место. Мальчик заподозрил неладное. Он отказался приходить на встречу. Эти неудачи не остановили Чон Ю Джон. Девушка изменила свою тактику. Она решила использовать приложение для поиска репетиторов. С апреля по май девушка общалась с более чем 5-10 репетиторами. В основном это были женщины. В переписке она представлялась матерью ученицы. Чон Ю Джон говорила, что девятикласснице срочно нужна помощь с английским языком. Девушка настаивала на занятиях дома у учителя. Так ей было легче контролировать ситуацию. Большинство контактов заканчивались отказом. Люди чувствовали что-то странное в настойчивости матери. Другие не могли подстроить свое расписание. Но 24 мая с согласием ответила 26-летняя женщина. Она подрабатывала репетитором английского языка.
Девушка жила одна в районе Ким-Джонг-gu. Это часть города Пусан. Жертва была студентка университета. Они договорились о пробном занятии. Встречу назначили на вечер 26 мая. За день до этого Чон Ю-джон сделала покупки. Она онлайн заказала школьную форму. Размер подходил идеально. Девушка была невысокой и худой. Форма делала ее похожей на старшеклассницу. Также она подготовила острый нож. Чон Ю-джон планировала взять его с собой. 26 мая ближе к вечеру девушка переоделась. На ней была новая школьная форма. Нож она спрятала под одеждой. Чон Ю-джон направилась по адресу жертвы. Она пришла примерно в 7:30. Ничего не подозревая, женщина открыла дверь. Она увидела молодую девушку в школьной форме. Для репетитора это было обычное первое занятие. Дверь закрылась. Подготовительный этап закончился. Чон Ю-джон оказалась 1 на 1 с целью. Сразу после закрытия двери началось нападение. Девушка почти без промедления достала нож. Удары сыпались один за другим. Процесс продолжался очень долго. Полиция позже установит, что жертва получила больше 110 ножевых ран. Многие удары пришлись в область шеи. Также пострадали грудь и живот. Чон Ю-джон продолжала даже в тот момент, когда женщина уже не подавала признаков жизни. Трагедия произошла внутри квартиры. Основные события развернулись в одной из комнат. Кровь была повсюду. После смерти жертвы Чон Ю-джон не ушла. Она провела в квартире много времени. Камеры видеонаблюдения фиксировали ее действия. Девушка переоделась в одежду жертвы и забрала ее личные вещи. Чон Ю-джон взяла и мобильный телефон. Также она прихватила удостоверение личности и кошелек. Позже она объяснит эти действия тем, что ей хотелось примерить жизнь другого человека. Это также затрудняло опознание тела. Спустя некоторое время Чон Ю-джон вышла из квартиры. Девушка вернулась к себе домой. Там она взяла черный дорожный чемодан на колесиках. Затем она обратно вернулась в квартиру жертвы. По пути Чон Ю-джон зашла в магазин. Она купила большие мусорные пакеты. Также она взяла отбеливатель и средства для уборки. Девушка хотела скрыть следы преступления. Вернувшись, Чон Ю-джон приступила к сокрытию улик. Этот процесс занял несколько часов. Следователи позже отметят, что она отделила пальцы жертвы. Это было сделано намеренно. Так она хотела осложнить опознание. Отпечатки пальцев не подошли бы. Части тела она упаковывала в пакеты. Потом Чон Ю-джон складывала их в чемодан. К глубокому вечеру все было почти завершено. Около 3 часов ночи 27 мая она вызвала такси. С собой был тяжелый чемодан. Таксист позже расскажет полиции детали. Пассажирка была молодой девушкой. Она вела себя спокойно, но чемодан вызвал подозрение. Из него просачивалась жидкость. Запах был очень характерным. Вес и форма груза выглядели странно. Чон Ю-джон назвала конечный пункт. Она попросила отвезти ее к реке Накдонган. Это был район Янсан в провинции Кёнсан-Намдо. Место находилось к северу от Пусана. Там был лесистый участок парковой зоны. Девушка попыталась избавиться от чемодана. Она оставила его в кустах, но таксист не уезжал далеко. Он заподозрил неладное. Водитель связался с полицией и сообщил о подозрительной пассажирке. Офицеры прибыли на место и нашли чемодан в лесу недалеко от реки. Уже утром 27 мая следователи вышли на Чон Ю-джон. Девушку арестовали дома. Она не сопротивлялась и почти сразу начала давать показания. Чон Ю-джон прямо заявила, что совершила это из любопытства. Она месяцами смотрела документальные сериалы, и ей захотелось попробовать самой. Ее спокойствие шокировало опытных следователей. Она рассказывала о планировании без эмоций. Чон Ю-джон описывала выбор жертвы и сам процесс. На начальном этапе не было никакого раскаяния. Полиция отметила высокий уровень подготовки, которая шла несколько месяцев. Дело начало привлекать внимание средств массовой информации. Полиция Пусана сделала заявление 1 июля.
июне они официально раскрыли личность подозреваемой. Ею оказалась 23-летняя Чон Ю-джон. При задержании у нее изъяли важные вещи. Это был смартфон жертвы и ее собственный. Также забрали одежду погибшей женщины. Чон Ю-джон переоделась в эти вещи. Изъяли и другие предметы из квартиры. Следователи отметили ее необычное поведение. Чон Ю-джон была удивительно спокойной. Ее ответы были очень детальными. Она рассказала о событиях вечера. Это было похоже на описание обыденного процесса. Полиция осмотрела два основных места. Это квартира жертвы в Кым-Джон-гу и дом Чон Ю-джон. Орудие преступления также быстро нашли. Это был обычный нож. Экспертиза подтвердила количество ран. Следов борьбы почти не было. Это указывало на внезапность нападения. Также криминалисты зафиксировали все следы сокрытия улик. Девушка пыталась убрать их отбеливателем, но уборка оказалась неполной. Кровь осталась в труднодоступных местах. Важным доказательством стали цифровые улики. Анализ телефона и компьютера дал четкую картину. За 3 месяца до трагедии Чон Ю-джон искала подробную информацию. В истории ее поисков встречались фразы про сокрытие тела, идеальное преступление и время, необходимое на разделение. Библиотечные записи подтвердили, что девушка активно изучала книги о серийных преступниках. Также были изучены ее контакты. Чон Ю-джон общалась более чем с 50 репетиторами. Она методично отбирала женщин. По ее критериям жертвы должны были жить одни и соглашаться на домашние занятия. 2 предыдущие попытки тоже нашли. Переписки с 20-летней девушкой и мальчиком. Следователи продолжали собирать доказательства. Были опрошены родственники жертвы. Полиция говорила с соседями и таксистом. Также допросили всех людей из приложения. Телефон жертвы содержал важные сообщения. Там было подтверждение занятия на 26 мая. Пока шло расследование, девушка содержалась под стражей. На допросах она давала последовательные показания. Иногда она уточняла детали. Также Чон Ю-джон подтвердила факт переодевания. Ей хотелось временно побыть жертвой. Это действие поразило общественность. Оно показало полную отстраненность и отсутствие эмпатии. К концу лета следствие было завершено. Дело передали в суд. Прокуратура готовила обвинительное заключение. Статья была очень серьезной. Это было предумышленное убийство с отягощающими обстоятельствами. Первое заседание назначили на ноябрь. Место проведения было в Пусанском окружном суде. Чон Ю-джон стала известным преступником в стране. Общество требовало строгого наказания. Эксперты начали активно обсуждать влияние true crime контента на психику. Судебные слушания начались в конце ноября 2023 года. Первое слушание прошло при закрытых дверях. Чон Ю-джон появилась в зале суда в серой форме. Волосы были коротко пострижены. Девушка вела себя спокойно. На вопросы судьи она отвечала ровным голосом. Чон Ю-джон заявила, что не испытывала ненависти к жертве. Выбор был случайным. Адвокат пытался построить защиту, ссылаясь на психологическое состояние. Он говорил и о трудном детстве, и о том, что девушка потеряла родителей и находилась в социальной изоляции. Также она имела расстройство личности. Защита просила учесть все эти факты. Они хотели лечения в специальном учреждении. Пожизненное заключение их не устраивало. Но суд не принял эту позицию. Эти факторы не стали смягчающими. На следующих заседаниях были свидетели. Выступил таксист. Пришли родственники жертвы. Мать убитой женщины сделала заявление. Она была очень эмоциональной. Женщина назвала действия преступницы абсолютным злом. Она попросила максимальное наказание. 24 ноября суд огласил приговор. Чон Ю-джон получила пожизненное лишение свободы. Судья подробно обосновал решение. Он подчеркнул исключительную жестокость. Планирование шло несколько месяцев. Признаков раскаяния
Раскаяния на суде не было. Риск повторения преступления был высоким. Чон Ю-джон выслушала приговор стоя. Видимой реакции не последовало. После оглашения она слегка кивнула. Преступница и защита подали апелляцию. Заседания прошли в Пусанском апелляционном суде. Внезапно Чон Ю-джон проявила эмоции. Она плакала во время речи. Девушка говорила об одиночестве. Она выражала сожаление о содеянном, но суд счел это недостаточно. Искренности в слезах не увидели. 27 марта апелляционный суд принял решение. Приговор оставили в силе. Пожизненное заключение не изменилось. Дело дошло до Верховного суда Южной Кореи. 13 июня вынесли финальное решение. Верховный суд подтвердил приговор. Пожизненное лишение свободы. Условно-досрочное освобождение невозможно в течение ближайших 20 или 25 лет. На момент решения ей было 25 лет. После суда эксперты давали комментарии. Профессор Ли Суджон говорил в средствах массовой информации. Это специалист по криминальной психологии. Он отметил сочетание нарциссизма и психопатии. При этом когнитивный контроль оставался высоким. Профессор подчеркнул редкость такого случая. Потребление контента переросло в реальное действие. В тюрьме Чон Ю-джон находится в особом блоке. Это учреждение строгого режима. Девушка ведет замкнутый образ жизни. Иногда она участвует в психологических программах. Родственники жертвы добиваются изоляции. Они требуют максимальных ограничений. Это дело стало известным примером. Преступление из любопытства потрясло всю Корею. Оно обсуждается в сообществах по всему миру. Увлечение переросло в катастрофу. А как вы считаете, почему Чон Ю-джон решилась на это?